привет! Сегодня я покажу, как я готовила торт в винтажном стиле, или еще этот стиль можно назвать стиль ламбет. Если вам интересно, смотрите дальше. Торты, выполненные в этой технике, никого не оставляют равнодушными. Тут у меня подготовленный торт Рафаэлло. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Выровняла все торты вначале бетонным ганашем, потом кремом пломбир. Собрала все ярусы вместе. Буду украшать торт с масляным кремом на швейцарской меренге, чтобы все было ровно, все расстояния были ровные, красивые. Один вариант: из бумаги вырезать кружок, поделить пополам и вот эту половинку промазать растительным маслом, чтобы не прилипало к торту каждый раз, когда мы прикладываем. Прикладываем и палочкой отмечаем это расстояние, эту форму полукруга. Так все расстояния будут одинаковые, ровные. Второй вариант: можно взять какую-нибудь формочку и с помощью формочки тоже вот так же само отмечать расстояние. Конечно, есть кондитеры, которые с такими тортами работают каждый день. Они уже на глаз украшают, все получается ровно и красиво. Я с насадками почти не работаю. Торты не украшаю с кремами, с насадками. Это мой третий торт насадками в этом стиле. Беру насадку лепесток. Прямой лепесток, можно взять согнутый лепесток, можно взять насадку листик. Или есть специальная насадка, чтобы делать рюши из крема. И делаем вот такие рюши по бокам. Оставляю немного расстояние от торта, не отсаживая крем к самому торту, так как там пойдет еще другой узор. Тут я использую насадку листик. Конечно, поворот сделать очень аккуратно, красиво, ровно. Это сложно, надо тренироваться, набить руки. Для меня самый удобный крем для украшения такого торта — это масляный крем на швейцарской меренге. Готовится очень просто, очень удобный в работе и на вкус тоже вкусный, как подтаявшее мороженое. И далее, чтобы соединить все ярусы в одно целое, я использую большая насадка «Открытая звезда». Эта насадка мне очень нравится, как смотрятся кремовые узоры. С этой насадкой еще отсаживаю также сверху. С насадкой «Закрытая звезда» делаю вот такие сердечки в соединениях, где соединяется рюши, и также само по бокам у каждого яруса. Чтобы украсить торт с кремовыми узорами, крема надо довольно много. Если где-то отсадился крем неровно, некрасиво, можно крем снять и отсадить заново. Конечно, очень сложно снимать и украшать торт, показывать вам, поэтому бывают кадры, где момент отсадки не особо хорошо виден. Чтобы торт хорошо держался, был стабильный, я обязательно равняю бетонным ганашем, потом кремом пломбир, а вот крем на швейцарской меренге я использую только для украшения, так как этот крем при комнатной температуре очень быстро тает, становится мягкий. В стиле ламбет обычно используется айсинг. Тот же самый айсинг, с которым мы покрываем имбирные пряники. Ну, конечно, готовится сам айсинг немного по-другому, чтобы у него консистенция была более густая, чтобы можно было с насадками украшать торты. Но сейчас в этом стиле украшаются торты с различными кремами. К такому торту очень хорошо подходят какие-нибудь бусинки.
чтобы ровно, красиво отсадить различные узоры на торте, тоже надо потренироваться, приготовить не один торт. Весь торт посыпала блестками. Эти блестки невероятно красиво смотрятся. Конечно, кадр не передает эту красоту, как это смотрится в жизни. Вот такой праздничный, нежный торт у меня получился. Торт весил примерно 6-7 килограмм, но когда я его выровняла с 2 видами крема и украсила кремовыми узорами, окончательный вес у торта был примерно 9 килограмм. Мне нравится этот стиль не только потому, что он красиво смотрится, но и потому, что тут вы можете украшать, как вы в тот момент видите. Вам не надо заранее ничего планировать, а вот взяли торт, взяли насадки, смотрите, как в этом моменте вы этот торт видите. И отсаживаете с насадками. Можно использовать разные насадки, можно использовать 1-2 насадки. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!